Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! Вы на канале «Аврора». У микрофона Максим Романычев, за режиссерским пультом Михаил Симутов. И с нами на связи Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Николай Янович, здравствуйте. Добрый день. В последнее время в средствах массовой информации, в аналитических материалах часто звучит тезис о том, что противостояние между Россией и Украиной фактически превращается в войну на истощение. Мы видим, как ракетами уничтожаются с обеих сторон объекты транспортной инфраструктуры, логистические узлы. Видим, как блокируются пути сообщения в Черном море. Если предположить, что этот негативный, достаточно мрачный сценарий будет дальше разворачиваться события по нему, возникает логичный вопрос, как долго вообще это может продлиться. Понятно, что киевский режим существует исключительно за счет колоссальных финансовых вливаний со стороны коллективного Запада, но на земле, как известно, не все определяется исключительно деньгами. Николай Янович, на ваш взгляд, каков реальный инфраструктурный и, прежде всего, человеческий ресурс Украины сегодня? Война на истощение, она же касается обеих сторон. И план на истощение, в общем-то, разработан не Россией, и не разработан Украиной, а разработан Западом. Вот. В этом плане, скажем так, Запад не очень беспокоит ситуация, которая складывается сейчас на Украине. Абсолютно. Вот вы сказали, что не все определяется деньгами. Конечно, не все определяется деньгами. А Запад поставляет помимо денег, смотрите, вооружение, разведданные, планирование операций, участие специалистов в планировании серьезных как тактических, так и стратегических операций. То есть, по сути дела, Генеральный Генштаб лишь выполняет те разработки, которые ведет Запад. И надо заметить, что данные разведки, они, во-первых, выполняются в режиме онлайн, во-вторых, очень высококачественные, потому что огромная спутниковая группировка, привлекаются средства искусственного интеллекта, привлекаются другие новейшие средства, и поэтому все разработки опираются на абсолютно точнейшие и новейшие данные. Вот вы спрашиваете, какие ресурсы. Конечно, в войне на истощение совершенно очевидно, что Россия победит. Потому что ресурсы несопоставимы. Несопоставимы человеческие ресурсы, несопоставимы ресурсы даже с точки зрения производства обычных вооружений, несопоставимые военные ресурсы в плане стратегических вооружений, я имею в виду ядерных вооружений, которые в Украине вообще отсутствуют. То есть, скажем так, если Запад запланировал войну на истощение, да, то в отношении, скажем, Украины это будет абсолютное истощение, то есть или уничтожение, точнее скажем. Но в отношении России будут серьезные потери. Этого нельзя не видеть уже вот сейчас, пока вот такие вот действия по ударам в глубь только разворачиваются. По сути дела, мы имеем вот первые несколько месяцев, когда эти действия, так сказать, все время увеличиваются как в масштабах, так и в качестве применения вот этих вооружений. Поэтому отмахиваться вот от этой угрозы, на мой взгляд, или думать, что она, в общем-то, вот в конце концов закончится, люди на Украине, Западу надоест, ничего подобного. Значит, будут заканчиваться люди призывного возраста с 23 лет, они снизят до 18. Это дополнительный ресурс людей. То есть, вот как я считал, по человеческому ресурсу, а он здесь является определяющим. Вот хоть кто-то говорит, вот люди сейчас не важны, важны, так сказать, технологии, важны беспилотные системы. Как это люди не важны? Но если вы оголите свой фронт, как бы там вы ни накладывали, значит, взамен всякие технологические новшества, беспилотники и так далее, а кто будет держать реально города, населенные пункты и так далее. В общем-то, конечно, я думаю, что помимо меня есть специалисты военного дела, которые
учетом новейших тенденций разбираются и могли более качественно, более, так сказать, скажем, осознанно вот такие выводы делать. Я же делаю выводы с другой стороны. Я уже сказал в самом начале, что для Украины война на истощение означает уничтожение Украины. Вот что я хочу, чтобы меня поняли, потому что, ну, можно, конечно, поскрести, и там с 18 лет поскрести, но тогда зададимся простым вопросом. Вот прежде всего обращаясь, не, конечно, не к политическим деятелям, потому что политические деятели там своеобразные. Им не Украина нужна, им деньги нужны. А вот я обращаюсь к простым людям. Ну, как вы думаете, друзья мои, если вот, скажем, эти бессовестные деятели возьмут у вас сегодняшних ваших детей, которым сегодня 16, а через 2 года будет 18. Вот как вы на это посмотрите? Вы к этому готовы, чтобы молодой человек, еще жизни не узнавший, будет отправлен на фронт, и там 100% погибнет? Ну или 90%. Или вернется инвалидом. Вы вот к этому, вот вы посмотрите сегодня на своего сына, внука, и ответьте сами себе, задайте вопрос, а вы вот к этому готовы? Потому что к этому дело идет. Вот 23 года тоже ведь, скажем так, возраст такой молодой, когда человек вступает в жизнь, много чего от жизни ожидает, а уже он выгребается, вот этот ресурс. И через буквально год-два его не будет. Вот масштаб уничтожения человеческого потенциала Украины. Год-два его не будет. Теперь, что такое истощение вот при той интенсивности ударов сегодняшних по киевскому режиму? Ну, от электроэнергетики ничего не останется. Атомные станции, естественно, бомбиться не будут, но они остановлены будут. Что взамен? Вот некий Шмыгаль, который там кем только не работал, и премьер-министром, и там министром обороны, и еще там кем-то, а сейчас он министр якобы энергетики. Вот он заявляет, что мы должны ввести, правда, сроки он не называет, но так я понимаю, он имел в виду конец года, 10 гигаватт. Ну вот для простого человека, что 10 гигаватт, что 1000 мегаватт, это абсолютно никакое значение не имеет, и люди не вдумываются. А я попрошу, вдумайтесь. Вот что такое 10 гигаватт? Это украинские действующие сегодня атомные электростанции. Вот они, 3 наших атомных электростанции вырабатывают примерно 9 тысяч мегаватт, то есть, ну, почти, там, скажем, почти приближается цифра к 10 мегаватт. Ну, что этот Шмыгаль построит вот за какие-то 2 месяца или 3 месяца, ну, даже за год построит столько мощностей, которые дадут вот столько электроэнергии в Украине? Конечно, нет. Все это болтовня и пустой треп. Или он рассказывает, что, я не знаю, кто он по образованию, трудно сказать. Скорее всего, никакого образования у него нет. Диплом, может быть, и есть, а образование у него вряд ли есть. Ну, все-таки пойдем дальше рассуждать. Ну, предположим, он не будет строить, там, естественно, атомные блоки, потому что, чтобы атомный блок построить, нужно лет 10 как минимум. Будет строить там какие-то тепловые блоки. Ну, самый, так сказать, ускоренный вариант – это год. Самый ускоренный вариант. Это, как говорится, с колес монтаж идет, наладка и так далее, и так далее. Но для тепловых нужен газ, нужен уголь. Ну, там можно там дизельное топливо, можно мазут. Ну, можно, да, но где взять? Если, например, будет отрезана логистика, сухопутная логистика, а морская уже отрезана. Ну, где взять эти 10 гигаватт? Я вот что удивляюсь, вот все слушают вот эти называемые цифры и ушами хлопают. Давайте дальше будем рассуждать. Но, может быть, на 10 гигаватт поставят дизель-генераторов каких-то? Это тоже абсурд полный. Это полный абсурд. Ну, посчитайте, сколько надо будет дизельного топлива под эти дизель-генераторы. Где вы их будете устанавливать, к чему будете подсоединить. Ну, просто я не хочу даже вдаваться. Ну, поставите, может быть, там на 500 мегаватт. Может быть, на 500 мегаватт. В лучшем случае, ну, это, ну, смотрите, 10-киловаттники, сколько там, 100, значит, чтобы 1000, чтобы мегаватт, слушайте, я даже сам стал запутываться.
Какая цель-то вот у всех этих выступлений? Убедить людей. И, кстати, это получается. Вот я же иногда читаю всякие отклики, комментарии из Украины. И я поражаюсь. То люди совсем уже отучились думать сами, рассуждать. Ну, даже сейчас рассуждать ведь не надо особенно, да? Надо просто ввести вот какой-нибудь Алисе, да, в интернет вопрос. Скажи, пожалуйста, вот эта уважаемая Алиса, чтобы 10 гигаватт мощности ввести, сколько потребуется времени, ресурсов и вообще каким образом это сделать в течение там вот этого короткого срока. Ну, вот вам эта Алиса выдаст 100%. Пусть там примитивно, пусть там упрощенно, но выдаст. Но ведь этого никто не делает. Теперь, ну, любой вот вопрос сейчас возьми, да, любой вопрос. Он говорит о том, что если будет продолжаться вот эта линия сегодняшняя на нанесение удара вглубь России, то полное уничтожение Украины наступит гораздо быстрее. Вот при вяло текущем режиме она может наступить там через 2-3 года. А в интенсивном режиме, если он будет проводиться, да, ну это полгода-год. Все. И дальше будет страна не, так сказать, способная обеспечить своих жителей, я не говорю там какими-то супер условиями, да просто элементарными условиями выживания не способна будет обеспечить. Потому что человеку надо зимой жить теплее. Но вы, так сказать, уже эти киевские эти руководители уже довели, что живут и при 18 градусах, и при 16 градусах, и при 14 градусах, и вообще не отапливают жилые дома, а люди как-то живут. Вот. Что они не делают, чтобы люди куда-то убежали, они все равно продолжают жить. Но чтобы все-таки обеспечить нормальные условия, ну, необходимо все-таки сейчас думать о мире прежде всего. Тепло, вода, электроэнергия. Ну, это без того, без чего сегодняшний человек жить не может. А ведь этого всего может не быть. Причем я же ведь не сгущаю краски. Я просто говорю о том, что если вот этот режим сегодняшний, нанесение ударов по киевскому режиму продолжится, хотя бы еще там, грубо говоря, полгода, ну все, можно будет списывать со счетов, и не надо считать, когда там поставят какие-то крылатые ракеты, когда поставят ракеты Патриот, там, когда какой-нибудь Штирман разработает какие-то баллистические ракеты. Не надо будет считать абсолютно. При таком темпе нанесения ударов через полгода жить станет в Украине невозможно. Жизнь станет возможна только в каких-то мелких населенных пунктах, где есть печка, где можно топить дровами, где есть вода из колодца или из реки близлежащей, где есть какой-то запас продуктов, вот, или натуральное хозяйство есть. Ну, подумайте, вот я же обращаюсь к вам, я вовсе не рисую вам какие-то страшилки, какие-то там, значит, картины. Я реалист всегда был. И я вижу, какими темпами убывает производственный потенциал страны. А именно на нем базируется выживаемость. Ну, представьте себе, что нужно будет поставлять продукты на Украину, например, из Европы, да? Горюче-смазочный материал. Все абсолютно, что нужно для жизни, придется поставлять из-за рубежа. Но кто это будет делать? Какая страна возьмет на самообеспечение, ну, примерно там 15-20 миллионов человек? К большому сожалению, то, что я говорю, абсолютно никого не беспокоит, таких как людей, как Зеленский, там, ну и так далее, да. Но если уж даже Залужный, да, вот выступая недавно на каком-то там форуме послов, заявил, что все то, что мы пытались использовать против России, во-первых, найдено противодействие достаточно эффективное, во-вторых, ну уж так он выразился, мощь российской армии, ну, примерно в 2-3 раза мощнее армии киевского режима. Но это, говорит, военный, который командовал армией Украины. Он что, привирает? Наверное, нет. Может быть, он даже чего-то не договаривает. Но то, что он говорит, должно же, в общем-то, быть понято. Да, можно, конечно, скажем, защищать Брестскую крепость. И нужно было защищать. Мы умираем, но не сдаемся, писали на камнях.
Но в Брестской крепости сражались исключительно солдаты, военные Красной Армии. Их задача, их обязанность была не пропустить врага и лечь все, практически почти все они полегли там. Но такая задача не может стоять перед страной, где есть дети, где есть старики, где есть женщины. Такая задача не может стоять, что мы все умрем, но только лишь бы там вот Борис Джонсон сказал, что будете воевать до последнего украинца. Вот мы за Бориса Джонсона жизнь отдадим. Может, такое есть? Или за Зеленского, вот, еще лучше. Мы за Зеленского жизнь отдадим, чтобы он после того, как мы все, так сказать, идем в мир иной, чтобы он, так сказать, жил хорошо, припеваючи, и нас вспоминал добрым словом. От Украины ничего не останется. При таком подходе. Это говорит Залужный. То есть, переводя на русский язык, он говорил наверняка на украинском, да, он сказал вот что надо садиться за стол переговоров, и те территории, о которых идет речь, не стоят того, чтобы мы проливали кровь дальше. Вот практически, что он сказал, если перевести его, так сказать, на русский язык. И я с ним в данной ситуации, в редкой ситуации, когда я с ним согласен. Потому что сейчас заключение мира, причем на каких условиях? На условиях, выгодных Украине. Уничтожить нацизм на Украине. Это что, противоречит интересам Украины? Нет. Это одно из главных условий развития Украины как нормальной европейской страны. Об этом украинцам говорят поляки, например. И не только поляки. Поэтому наступает момент, когда уже народ должен брать свою судьбу в свои руки. И требовать от властей не возвращения на картонках Федорова куда-то там. Я вообще поражаюсь просто. Мне абсолютно безразлично, вернется он или не вернется. Абсолютно безразлично. Но я не понимаю, как можно в таких условиях, о которых я говорю, с картонками стоять за кого-то Федорова, судьба которого абсолютно ничего не стоит по сравнению с судьбой Украины, и не задумываться о том, что ожидает Украина. Николай Янович, а касательно ситуации с блокировкой морских портов Украины, прокомментируйте как-то эту ситуацию. Ну, что тут комментировать, Максим? Значит, через морские порты у нас, в разные времена по-разному, от 2/3 до 3/4 осуществлялась экспортно-импортных операций. Если там, скажем, в миллионах тонн говорить, то это огромные объемы, это порядка 40-45 миллионов тонн по экспорту, да. Если сравнивать с железными дорогами, то железные дороги давали нам возможность экспортировать приличные объемы, порядка 10-12 миллионов тонн. Но ведь 10-12 это не 40, не 45, правильно, согласитесь? В деньгах потери еще более значительные, потому что одно дело вести руду, скажем, в каких-то, кораблях, водоизмещение которых позволяет взять там 70-80 тысяч тонн, а другое дело перевозить вагонами или полувагонами. То есть, по сути дела, закрытие вот этого комплекса портов, это же не только Одесса, это не только порты на Черном море, но и на Дунае в том числе. От дунайских портов идут железнодорожные ветки. Правда, там якобы мост на затоке перебит. Не знаю я сейчас точно, перебит он или не перебит, но в любом случае не только одесские порты, но и дунайские порты. Да? Но они сейчас, вот, по той информации, которая у меня есть, практически стоят. Проходят мелкие там какие-то баржи, там что-то такое по мелочевке. Но с точки зрения обеспечения экспортно-импортных операций, поставок, самое, что для киевского режима важно, вооружения, они сейчас находятся в закрытом состоянии. Но идут, конечно, безусловно, сейчас переключаются на, с точки зрения, если морских перевозок говорить, то на Констанцу, это порт на Черном море, румынский порт, но от которого идут железнодорожные пути сообщения, в том числе и с Украиной. То есть можно доставлять военные грузы в Констанцию, перегружать в товарные составы различные, да, которые будут доставлять
вооружение, все необходимое для ведения боевых действий киевскому режиму. Ну вот такой, значит, маршрут, я думаю, сейчас уже работает, и какую-то часть военных грузов уже так переключили на эту Констанцию. Остальные пути, я уже сказал, это сухопутные переходы, вот, и, наверное, что-то будет, какие-то грузы будут убираться из этих транспортных поставок. Ну, замечу вот что последние несколько месяцев идут удары достаточно серьезные по локомотивному хозяйству, Мгм. по ремонтному хозяйству, по депо, по локомотивам. Ну, в общем, цифры я разные видел, там и 300 локомотивов вывели из строя, и 200. Ну, я не знаю, в какой степени они выведены из строя, ведь есть же ремонтные бригады, это все наши, советские в основном. И тепловозы, и электровозы, и ремонтная база у нас еще с советских времен сохранилась приличная. И поэтому там, короче, это не такое вот дело, что вот что-то поломалось, что-то случилось, и локомотив выбрасывается. Нет. Есть достаточное количество запчастей, ремонтных бригад, которые могут восстанавливать эти локомотивы. Ну, скажем, всего якобы, опять же, точных данных нет. Вот локомотивное хозяйство сейчас киевского режима насчитывает порядка 500 локомотивов. Это, разумеется, значительно меньше того, что было в наше время. В наше время было больше 5000. Вот, значительно меньше. Но, с другой стороны, маневрируя, так сказать, возможностями различными, где-то что-то не перевезли, а военные грузы, естественно, всегда будут в приоритете. То есть, вот, я думаю, снабжение, пока мы не заметили, что снабжение киевского режима на линии боевого соприкосновения как-то испытывает какие-то проблемы. Что где-то нет, например, патронов, где-то нет снарядов, где-то нет беспилотников, где-то нет питания. Пока все же есть. Если бы солдат был не накормлен и без вооружения, он бы, наверное, все-таки, несмотря на всякие там заградотряды, либо сдался, либо бежал. Потому что безоружный солдат, голодный, воевать не способен и не может. То есть пока этих проблем нет, значит, вот вся эта логистическая схема работает. И, ну, я уже говорил выше, что если она, вот, интенсивность, скажем, таких вот действий с этой российской армии будет продолжаться, то, разумеется, вот эти проблемы станут возникать. Но это неизбежно. Потому что, ну, сейчас, может быть, там, можно сказать, запасы какие-то были созданы, особенно в западных регионах, которые раньше практически не трогались. А там огромнейшие есть склады, подземные причем склады, Прикарпатье, оставшиеся нам еще от военных округов, от Варшавского военного договора. То есть, может быть, сейчас как раз какое-то время еще будут расходоваться запасы, если даже сейчас уже есть нарушение логистики. Но рано или поздно они будут исчерпаны. И когда вот это произойдет, оно обязательно произойдет, тогда вот вопрос продолжения боевых действий просто станет невозможным физически. Мгм. Николай Иванович, еще такой вопрос, вот все-таки про морскую блокаду. Мы помним, что аналогичная ситуация уже складывалась, и тогда привела к заключению, ну вот, по крайней мере, зерновой сделки, которую можно было расценивать как некое вот, понижение эскалации. А сегодня мы видим, что, ну, не происходит этого совершенно акцентирования внимания на том, что украинское зерно просто пропадет по итогу. С чем это связано, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, вот я не думаю, что оно просто пропадет. Я не знаю, в каком состоянии находится наше сейчас элеваторное хозяйство, система хранения, но у нас достаточно была мощная система хранения зерна, запасов госрезерва, да и резервов разного уровня. Вот. И поэтому я не думаю сейчас, если, конечно, вот этот киевский режим какие-то меры предпримет, то сейчас закупит, например, это зерно. Потому что селяне, если не получат деньги за свое зерно, они никуда его отдавать не будут. Они в лучшем случае будут сдавать его на ответственное хранение, но просто так отдавать его не будет. Значит, надо будет прежде всего организовать закупки этого зерна, да, пусть там по каким-то льготным ценам, там, дело такое, надо все считать. Но селянам необходимо обязательно дать
средств сейчас для осуществления значит, осенней посевной кампании. Потому что если у селян не будет денег, то зимы не будут посеяны. Но это оставит, значит, Украину на будущий год без очень качественных сортов зерна. Поэтому вот сейчас нужно прежде всего решить вопрос, если нельзя отгружать, но в каких-то объемах можно же отгружать через сухопутные коридоры, да? Ну, вот надо посчитать, в каких это объемах, а все остальное надо забирать у селян и складировать вот, пока. Вот, потому что продать нельзя, вот, но осуществлять хранение. Кстати, такие моменты, только не в таких объемах, у нас в нашей истории уже бывали. Когда мы такой вот маневр, о котором я сейчас говорю, мы его реализовывали. Вот сейчас самое главное, значит, сохранить ритм, значит, сельскохозяйственных работ. То есть уборочная, она плавно переходит в посевную. И вот этот вот процесс необходимо обеспечить. Я не говорю только еще о зерне, там посевных там каких-то работах, но это же ремонт техники элементарный, да, закупка удобрений, там, различных гербицидов, ну, это огромного комплекса. Надо заметить, что вот сельское хозяйство Украины, да, ну, оно еще при нас, скажем, благодаря определенным реформам и реорганизациям, оно стало высокотехнологичным. Вот. И оно сейчас абсолютно все приватизировано, так сказать, принадлежит в основном крупным, значит, аграрным компаниям. Вот. Ну, можно говорить, что вот мы потеряли, вроде бы не потеряли. Конечно, с точки зрения суверенитета потеряли, но с точки зрения, скажем, проведения вот таких работ, высокотехнологичных, они проводятся. И это в какой-то степени является плюсом. Конечно, когда придет нормальное, национально ориентированное руководство, то оно подумает, как вернуть аграрный комплекс в руки украинского народа. И чтобы именно от аграрного комплекса украинский народ получал хорошие дивиденды, вот, хорошие поступления, хорошие прибыли. Не заграничные там дяди, а именно украинский народ. Потому что сейчас происходит по существу, мы эксплуатируем свою землю, а вся прибыль-то уходит на Запад. Так что вот я, когда рассказываю об этом, я с одной стороны выступаю как хозяйственник, да, который, который, во-первых, знает, что надо делать сейчас и как это надо делать. И делал бы это, если бы находился в Украине. А с другой стороны, прекрасно понимаю, что сохранять-то надо, то для кого мы вот это все делаем, для кого мы переживаем. Так что, тут тоже есть, не все так просто, не все так однолинейно, не все так однозначно. Потому что монополии, конечно, но там же люди еще живые есть. Украинские рабочие, селяне, которые худо-бедно какую-то зарплату там или заработок получают. Тут нельзя же их оставить без заработка, без средств существования. Так что кто-то может сказать, вот ты там за врагов там ратуешь. Да не за врагов я ратую, а ратую прежде всего или там переживаю за украинских селян прежде всего. Поэтому все мои рекомендации основаны именно из соображений, как обеспечить интересы селян. Ну, еще раз повторяю, я уже много раз об этом говорил, что самое это интересное, что вот киевскому режиму все то, что я говорю, все это не нужно, абсолютно не нужно. Все пущено на самотек, все пущено на то, что все это кому надо, тот и сделает. Вот надо этой Монсанте найти деньги. Найдет это Монсанто деньги, надо закупить посевной материал, закупит посевной, ну и так далее. Вот рассуждение какого плана. Но помимо вот этих-то гигантов, у нас же там где-то, наверное, минимум процентов 20-25 это мелких же сельскохозяйственных аграрных хозяйств. Я сейчас не знаю, правда, вот какое соотношение между посевными площадями, сколько приходится вот на этих гигантов, а сколько приходится на наших производителей. Не знаю, если честно. Вот. Могу только примерно предполагать. Так вот дела. Ну что ж, Николай Янович, спасибо, что нашли для нас время, что делитесь вашими знаниями и опытом. Уважаемые зрители и слушатели, подписывайтесь на телеграм-канал Николая Азарова по ссылке в описании. Подписывайтесь на ресурсы радио «Аврора». Комментируйте это видео, распространяйте его по мере возможности.
Николай Янович, спасибо еще раз огромное. До новых встреч. Всего вам доброго, Максим. Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагает двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов 3 компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.